Всех приветствую. Здравствуйте. Сейчас мы немного подождем, все присоединятся. Наша с вами сегодня тема эфира – это зефир. Он сейчас очень популярен. И очень популярны сейчас именно вот цветы зефира. Это у меня зефирчики, розы. Как они, господи, называются? Орхидеи. Девочки, всем здравствуйте. Значит, сегодня мы с вами сделаем зефир. Затем мы сделаем цветы из него. Я вам покажу, как сделать розу и пион. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Рецепт обязательно будет. Мне очень приятно, что вы пришли на эфир. Вы можете во время эфира задавать вопросы. Я на них обязательно отвечу. Ну и мы с вами посмотрим, как делаются розы. Это очень быстро, легко и довольно-таки несложно. То же самое с зефиром. Так, ну что, мы с вами тогда... Да, пожалуйста, если все хорошо слышно и видно, связь хорошая, пожалуйста, сердечки молодцы уже покидали. Отлично, знают, что я всегда прошу, чтобы мне не разговаривать самой с собой, а именно разговаривать с вами. Значит, мы сейчас с вами начинаем делать зефирку. Так, у нас с вами сегодня по программе классика. Это когда мы с вами пюре взбиваем вместе с белком. Так, ну что, приступим. Так, сейчас я немножечко поправлю, чтобы вам было видно. Отлично. Так, ну что, мы с вами в дежу отправляем пюре яблочное. Я его сама приготавливаю. У нас с вами идет пюре 100-110 грамм. Так, далее. Туда же у нас с вами идет лимонная кислота, пол чайной ложки, сахарный песок 30 грамм и белок яйца. Можно использовать сухой белок альбумин, можно использовать просто белок. Я использую белок яйца 20 грамм. Отправляем. Так, все лишнее убрать. Так, и мы с вами вот все это ставим взбивать. Так, теперь в сотейник, прошу прощения. Так, в сотейник мы с вами отправляем сахарный песок 100 грамм. Я делаю полпорции. Агар 5 грамм. Вода. Вот воду я забыла. Сейчас нальем воду. Юр, дай, пожалуйста, весы. Значит, вода нам надо 60 грамм всего. Так, сейчас весим 60 грамм воды. 60 грамм воды. Так, и осталось нам с вами добавить только глюкозный сироп. Держи. Так, сейчас я уберу волосы, чтобы они вам мне не мешали. Так, и глюкозный сироп. Глюкозный сироп я использую в бейкере, так же, как и агар. У нас глюкозный сироп с вами идет где-то 30 грамм. Это не полная столовая ложка. Значит, проговорим еще раз. Значит, мы с вами в сотейник отправляем 100-110 грамм яблочного пюре. Туда же 30 грамм сахарного песка, не 5 грамм, а пол чайной ложки лимонной кислоты и 20 грамм белка. В сотейник 100 грамм сахарного песка, 60 грамм воды, 5 грамм агара. И теперь мы с вами переходим на приготовление. Значит, прежде чем... Сейчас, минуточку, я отсоединюсь. Так, прежде чем мы с вами будем варить сироп, так как у меня полпорции, включи, пожалуйста, а мы с вами сначала начнем взбивать белок. Мы с вами делаем зефир и цветы из зефира. Значит, нас с вами включаем миксер.
на средние обороты. Да, плохо видно. Вот так хорошо видно. Вот. Взбиваем с вами пюре с сахарным песком. Постепенно увеличивая обороты. Вот. И когда у меня немного взобьется белок, тогда я начну варить сироп. Значит, сироп мы с вами будем варить до закипания. И после закипания 2,5 минуты. Это классика. До того, как начать взбивать белок, я приготовила насадочки для розы. Лист приготовила, будем, мало ли успеем сделать. И еще приготовила насадки, чтобы сделать пион. Вот пока у меня белок взбивается, я вам сейчас скажу номер насадок. Значит, для розы мы используем крупную насадку 128. Вот она. Для листика мы будем использовать номер 113 или 114. Для пиона номер 874. И насадка 401. Это все мы с вами будем сегодня использовать. А как видите, можно делать розы. Это уже 3-я программа. Мы с вами сегодня сделаем вот такую розу. Вот она. Вот такие розочки будем делать. Ну что, переходим. Вот у нас с вами взбивается белок. Сейчас настроим. Вот. Теперь можно начать варить сироп. А мне надо пюре запить 4,5 минуты. А еще я приготовила сразу красители. Розовый. Розовый, черный и зеленый. Там не совсем 2,5. Вот только. Так, сейчас сразу откручу колпачки. Так, ну вот, сироп у нас с вами начинает вариться. После закипания я засеку 2,5 минуты. И в это время у нас с вами варится сироп, взбивается белок. Вот он. Сироп я постоянно помешиваю. Вот мы с вами будем постоянно помешивать сироп. И как только он закипит, я засеку 2,5 минуты. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, вы можете задавать. Я пока могу на них ответить. Чуть-чуть сверху. Вот так. Ага, чтобы было видно хорошо. Спасибо. Так, вопросов нету пока? Вопросов нет. Тогда ждем вопросов. Так, сироп у меня закипел. Покажу. Вот, у нас закипел с вами сироп. И мы засекаем 2,5 минуты. Немного убавлю огонь.
Так, вопросов так еще нету. Рецепт я проговорила только что. Давайте еще раз проговорю рецепт. Значит, смотрите, мы с вами взбиваем пюре яблочное, 100-110 грамм, 20 грамм белка, 30 грамм сахарного песка и пол чайной ложки лимонной кислоты. Сироп. В сироп мы с вами положили 100 грамм сахарного песка, 5 грамм агара, 60 грамм воды и 30 грамм глюкозный сироп. Надеюсь, им было слышно. Вот я засекла время. У нас с вами осталось сиропу вариться 1 минуту. Белок у нас с вами уже готов. Видите, он такой классный, взбитый. Конечно, с этой насадкой 122 тоже получаются прекрасные пионы. Количество агара в зефире меняется, если использовать другое пюре. Конечно, меняется, девочки. Это зависит от того, сколько у вас в фрукте или в ягоде содержится пектина и насколько она кислая. Кислота немного разрушает нам агар, он теряет силу. Пюре можно любое, но надо смотреть, пересчитывать обязательно. Смотря какое пюре. Например, категорически нельзя для цветов использовать пюре манго и пюре облепихи. Здравствуйте. Так, ну вот у нас с вами скоро проверяем сироп на ниточку. Чуть-чуть выше подними, вот так вот. Ага, сироп на ниточку смотрим. Вот у нас с вами ниточка есть, капелька висит. Все, наш с вами сироп готов. И начинаем вливать сироп в наш белок. Зефир готов, но я немного, так как у меня полпорции со стеночек, уберу. Тут может быть и белок, и немного сиропа. И еще немного его взобью. Буквально несколько секунд. Все, наш с вами... Чуть-чуть отодвигайся. Еще. Наш с вами зефир готов. Так, я его хочу сразу покрасить в розовый цвет, чтобы мне меньше времени тратить. Я буквально небольшую капельку капну красителя. Чтобы не красить, можно брать любое фруктовое пюре. Так, все готово. Смотрите, у нас с вами какой классный получился зефир. Его не стряхнешь. Так, и начинаем работать. Так, Юр, переходи на ту сторону. Сюда и отодвинься немножко. Так, что мы делаем? Ты солнышко закрыл чуть-чуть, чтобы было видно свет. Вот так, спасибо. Так, освобождаем венчик. Буквально нам надо с вами немного зефира взять, чтобы сделать зеленый цвет. Вот, я его отложу. И покрашу в зеленый цвет. Для этого я добавлю зеленый. И буквально капельку черного. И перемешаю. Немножко подальше можно, чтобы было хорошо видно, девочка. Вот, у нас с вами получился цвет зеленый. Вот какой. Я немножко еще зелененького добавлю, чтобы было поярче, чтобы вам было хорошо видно. Все, достаточно. Отправляю в пакет, заранее приготовленный. Так, подтягиваю зефир скребочком. И
после этого вставляю в пакет с насадкой для листика. У нас с вами 2 пакета. Хорошо сохраняют тепло. Все, листик готов. Теперь берем с вами лопатки. Сейчас возьму такую. Так, теперь берем небольшое количество зефира. Вот так. И окрасим его в более яркий розовый цвет. Капельку розового красителя. Если вы не хотите окрашивать много красителей, возьмите, например, черную смородину, клубнику, малину, и у вас уже будет розовый цвет пюре. Так, теперь пакетик. Я делаю тонкую окантовочку. И далее сюда докладываю пюре светлого цвета, которое. И распределяем. Как видите, у нас с вами получилось 2 цвета. Темный розовый и светлый розовый. Надеюсь, видно все. Это у нас с вами будут розы. И я этот пакетик вставляю в пакет с насадкой для розы. Опять же, 2 пакета. У нас с вами тепло будет сохраняться. Так, теперь мы с вами еще просто оставшийся зефир отправим в обыкновенный пакет для пиона. Так, не сделала отверстие. Угу. И все в пакетик. И еще немного. Полпорции это как раз нам хватит с вами выработать совершенно спокойно. Весь зефир у нас не стабилизируется, он не устоит. Конечно, надо иметь навык для работы с зефиром. Но это все приходит. Так. И пока положу вот сюда. Так, все, давай переходим на рабочую зону. Сейчас будем делать цветы. Значит, сначала мы с вами начнем с розы. Хорошо видно? Чуть-чуть туда сядь. Спасибо. Так, вот, начнем с вами с розы. Нам с вами понадобится кубик, гвоздик и непосредственно насадочки. Для быстроты я сейчас буду использовать бумажки, чтобы было все быстро. Мы с вами берем немного крема, зефира, делаем основу. Это хорошо видно будет? Делаем основу. Можно, например, сделать сразу 2 основы. Я работаю так. И вот у меня уже все готово для работы. Так, и мы с вами делаем сначала розу. Закручиваем сначала с вами конус. Несколько оборотов и опускаемся до низа. Теперь сразу делаем высокие лепесточки. И каждый лепесток обязательно опускаемся до низа. Я лепестки не считаю, я делаю столько, сколько мне нравится. Теперь начинаю делать лепесточки еще выше ростом, начиная из-под лепестка. И каждый раз лепесток довожу до низа. Вот такой у нас получается цветочек. Можно его сделать крупнее. Для этого мы с вами возьмем еще, добавим лепестков чуть ниже ростом.
каждый раз опуская до низа. Вот, розочка готова. Последний лепесток. Пожалуйста, роза у нас готова. Я сейчас сразу ее сниму аккуратно. Вот она. И поставлю ее на стол. Так, еще раз. Делаем сначала основу. Закручиваем еще побольше лепесток. Следующие лепестки идут выше ростом. И мы их немного приоткрываем. Если есть вопросы, вы можете писать, задавать. Юра мне их прочитает, мой муж. Я вам на них отвечу. Насадка какого размера? Насадка номер 128. Это большая розочка. Пожалуйста, роза готова. Вот она. Поставили. Сейчас покажу еще листики. Забыла показать, как делаю. Смотрите, берем. Сейчас доделаем розу, а потом листики ложим тогда. И еще розочку делаем. Как видите, их несложно делать, розы. Самое важное, что ваши лепесточки были высокие. Можно оставить розу в виде бутона. Вот такой, например, можно сделать бутончик. Вот, видите? И тогда сейчас сразу к нему сделаю листики. Чтобы бутончик красиво смотрелся. Вот так. Сейчас поставлю. Ага. Так, и точно так же мы сейчас с вами добавим листики к этим розочкам. Листики всегда красиво смотрятся. Их мало не бывает. Вот так. И сюда я их перенесу, чтобы я не трогала цветочек. Сделаю сюда еще листик. Отлично. Все. У нас с вами еще остался крем еще на розу. Обязательно вытираем насадочку, чтобы она была чистая. И ваш зефир не приклеился. Берем еще листик. И делаем еще розу. Закручиваем до низа. Обязательно опускайте лепесточки до низа, чтобы они у вас устойчиво, хорошо держались на розочке. Она у вас никуда не убежала. Обратите внимание, у меня серединка не видна. Я делаю лепесточки очень высоко. Ну, вот как раз на последнюю розу хватает крема. Сейчас я выдавлю остаточки. В насадке очень много крема остается. Поэтому из насадки я всегда выдавливаю весь зефир. За руку зацепился. Роза — это самый распространенный цветок для зефира. И последний листик, лепесточек. Все. У нас с вами зефирка выработана. Так, теперь опять берем листик. И добавляем листик. Вот такой небольшой листик.
Да, так бывает часто. Вот видите, наша роза с вами просто рухнула. Вот она, красавица, сверху с листиком. Ну, ее есть кому скушать, поэтому мы ее отправляем в стабилизацию. И потом ее муж съест. Хотели покрутить, показать. Вот его, давай покажем бутон, который не упал. Я его придержу. Бывает такое часто. Вот, пожалуйста, снимаю. И теперь мы с вами переходим к пиону. Так, по розе вопросы есть, девочки, у вас? Юль, читай, если девчонки будут задавать вопросики. По розе. Так. И переходим с вами теперь на пион. Так, для пиона. Я сначала... Что там? Это точно в чужих руках все легко, но когда сама начинаешь, то да все нормально. Так, отсаживайте на пергамент, или это обычный лист бумаги. Это пергамент, девочки. Вообще я не работаю с пергаментом, я всегда отсаживаю на гвоздик, просто вот на гвоздик, и снимаю ножницами. Сейчас покажу. Вот такими ножницами снимаю. Но сейчас для того, чтобы это все сделать быстро, я делаю на пергамент. У меня просто белого цвета пергамент. Мне он нравится по цвету. Вот. Вот наша роза, что мы сделали. Давайте переходить к пиону. Это то, что упало, но она будет вкусная. Давайте перейдем к пиончику теперь. Потому что у нас с вами зефир, он не будет долго ждать. Смотрите, прежде чем вставить в насадочку, вот так, давай я сделаю, чтобы было видно. Так, мы с вами сделаем основу. Ой, я хотела сделать на бумажке. Я сделаю сначала основу. И обратите внимание, основа довольно-таки крупная. Близко не надо. Сразу сделаю 3 основы. Потому что я знаю точно, что мне хватит на 3 пиончика. Я уже примерно знаю, насколько хватает зефира. Вот. И еще выдавливаю. Вот так. У меня просто пионы девочки просили в другом марафоне. Поэтому я сейчас решила, мы делали маки, а сегодня решила показать пионы. Мы с вами вставляем в насадочку для серединки. Вот сюда. И делаем лепесточки, которые у нас с вами растут сверху. Сейчас у нас с вами пион не как на мастер-классе с тычинками и с пестиками, а вот такой пушистый будет. Делаем с вами лепесточки. Насадочкой. Те, которые внутри. Они такие хаотичные. Достаточно. И вот такие лепесточки, которые у нас внутри, я сделаю на всех 3 цветках, чтобы мне потом не менять обратно насадочку. Обратите внимание, я делаю в разном порядке, по-разному направляю насадку, чтобы они смотрелись красиво. Если хочу сделать бутончик, то я сделаю поменьше внутренних лепесточков. Если я хочу сильно открытый пион, я сделаю больше этих лепестков. Вот это у нас будет открытый пион. Я сюда добавлю побольше лепестков. Вот так. Вот он. И еще 3. Хотя давайте сначала 2 сделаем. Вдруг у меня зефира не хватит на 3. Так, убрать пока. Где пакет? И вставляем насадочку для крайних лепестков. Сначала мы сделаем полубутончик, полуоткрытый пион. Вот тут здесь поменьше. Насадка какой номер? 874. Я в начале эфира все насадки проговорила, девочки. И мы с вами сюда делаем лепестки выше серединки, потому что это почти у нас с вами бутончик такой полуоткрытый. Продолжаем добавлять лепестки. Видите, получается очень красивый пиончик. Ну и достаточно для такого цветочка. Давайте я вам его покажу со всех сторон. Вот он. Хорошо видно там?
Свету я имею в виду. Угу. Чтобы свет хватало. И мы сразу с вами добавим сюда листики. Достаточно. Вот у нас с вами пион получился с листиками. И переделаем второй пион. Чуть-чуть, Юр, туда сядь, чтобы было лучше видно свет. Оттуда, ага. Немножко. Ага, вот, видишь, света больше появилось. Спасибо. Так, и еще сделаем с вами пион, который уже открывается. Опять делаем лепестки сначала выше. Но они уже более открытые. У нас с вами пион более открытый. И добавляем лепестки. Ну, как раз хватит на этот пиончик, на открытый, на большой. Так, осторожно, не уронить. Вытираем. Подтягиваем крем. И доделываем лепестки. Видите, пион получается открытый и красивый. Вот, вот он какой красавец. Давайте постарайтесь аккуратненько покрутить и не уронить. Ты английский знаешь? Со всех сторон. Что? Английский знаешь? Английский немножко совсем. Что там пишут? Давай прочитаю. Да, beautiful, красиво. Да, спасибо. Вы из Англии, великолепно. Видеоуроков у меня нету. Я только выхожу в прямой эфир. Так я обучаю именно практические мастер-классы у меня. Спасибо, что вам нравится. Так, и мы теперь добавим сюда тоже листик. У нас осталось немного зефира зеленого. Вот так я повернусь. И добавлю листик. Сюда. Сюда. И давайте, вот у меня еще остался зефирчик. Я вам покажу, как сделать листик. Осталось немного, чтобы было чисто. Смотрите, мы с вами берем листик и выдавливаем лист. Вот так. Когда он стабилизируется, мы его снимем. Видите, остаточки. Давай, давай, давай. Вот. Все. У нас с вами получилось еще 2 листика. Вот они какие. Когда они стабилизируются, мы их припудрим сахарной пудрой и снимем с нашего пергамента. Ну вот, у нас с вами сегодня... Давай, я буду показывать. Спасибо. Так, у нас с вами сегодня получились, посмотрим, 2 пиона, 2 розы, 3 розы, 4-я у меня упала. И вот осталось немного основы, ну, можно было, конечно, сделать еще зефирчик, но тут так мало зефира осталось, что уже все. Поэтому, как видите, если вы делаете полпорции, это вполне хватает сделать цветочки, они не успевают стабилизироваться. Так, сейчас я перейду, буду отвечать на ваши вопросы. У нас есть еще 20 минут. Угу. Все, мужа можно отпустить. Юрочка, мы тебя отпускаем. Вот. Да, подсоедини мне, пожалуйста, сюда шнурочек, чтобы у меня телефон не сел. Так, а я отвечаю на ваши вопросы, если у вас возникли. Так, очки. Вот мои очки. Угу. На кнопку не нажми. Все. Спасибо, Юр. Так, ну что, девочки, у нас с вами есть время. Я могу ответить на ваши вопросы. Мы с вами сегодня в эфире сделали пионы, розы. Я обещала показать, я это сделала. Теперь ваша задача сделать зефир. И все это повторить. Так. Ну вот. Вопросики есть? Так, как вы готовите яблочное пюре? Эфир обязательно, девочки, постараюсь сохранить. Но иногда это не от нас зависит, как интернет сработает. Чтобы выходить. Хочешь со мной побыть?
Муж сказал, будет со мной до конца. Видите, какой молодец у меня муж. Вдруг, говорит, помощь нужна будет. Значит, смотрите, как я готовлю сахарный песок, яблочное пюре. Я беру яблочки Гренни Смит, Антоновка, Богатырь или Семеренко, или яблоки, которые еще не созрели. Мы их с вами моем, режем пополам или на 4 части, запекаем в духовке на 180-200 градусов 30-40 минут. Это зависит от вашей духовки. Далее я пробиваю блендером, протираю через сито, и мое пюре готово. Все. Такое пюре надо хранить в морозилке, потому что оно долго не хранится, или готовить каждый раз свеженькое. Так, про пюре я ответила. Так, далее. Подскажите, пожалуйста, где будет сохранен эфир. Сохранен будет эфир именно здесь, где он и проходит, на этой странице. Здесь он будет сохранен. Какие еще вопросики? Может, там они уже есть? А нет, еще нету. Так, сколько у нас осталось? Ну, у нас еще много времени, девочки. У нас с вами еще 15 минут, поэтому можете задавать вопросы. Значит, ближайший мастер-класс у меня сейчас будет в Санкт-Петербурге. 2 группы. Затем будет в Москве 2 группы. А далее в Крым, в Симферополе. Будем надеяться, что там все будет хорошо. И у нас с вами состоится мастер-класс. Там есть еще 2 места свободных, поэтому если кто-то еще думает, или, например, еще не решился, вы можете успеть записаться на мастер-класс и прийти. Мы с вами научимся делать цветочки. Значит, сейчас я готовлю 3-ю программу. У меня 2 программы по зефиру. Сейчас я уже готовлю 3-ю. В нее будет входить розы Остина. В нее будет входить... Как они называются, цветочки? Да, с памятью совсем нехорошо. Забыл название цветков. Знаете, вот бывает, как только выходишь в эфир, такое ощущение, что сразу все отшибает. Ну, ничего страшного. Так, краситель. Значит, красители какие мы можем использовать? Мы с вами, я люблю очень использовать красители топ-продукт, топ-декор. Сейчас у них очень большая, хорошая линейка. Затем можно использовать красители сухие. Есть такие китайские красители, которые распыляют через баночку. Единственное, я их не очень люблю, эти красители. Мне больше нравится прокрасить сам зефир. У каждого мастера свое. Так, есть, которые советуют зефирную массу убирать в теплую духовку. Да, в духовку убирать можно. Но, обратите внимание, ваша духовка должна быть нагрета 45-50 градусов. Я рекомендую прогреть духовку и ее выключить. Почему? Если ваша масса будет долго лежать в духовке, она у вас станет жидкой. Меняется текстура, поэтому вот самое лучшее это сделать полпорции зефира классики, затем ее полпорции быстренько выработать, как я только что это сделала. Сколько у нас ушло? 15 минут всего. Зефир у нас не успел стабилизироваться за это время. В Симферополе, девочки, я приезжаю, 16-го будет карамель, 17-18 у нас будет с вами зефир, 1-я программа. Это лилии, розы, гортензия, какой-то еще цветок, ранункулюс. Сроки хранения у зефира. Значит, цветок хранится ровно столько же, сколько и зефир. Это если вы делаете... Это у нас, извините, проверяют, у нас город закрытый. Значит, если вы делаете с глюкозным сиропом, срок хранения 7-10 дней, без глюкозного сиропа срок годности всего 5 дней у зефира. Это сахаристый десерт. И если вы кладете туда, добавляете глюкозный сироп, то у вас срок годности увеличивается. В термопакете можно. Пожалуйста. Еще можно брать не просто вот эти пакетики, какие использовала я, одноразовые, вот. Вы можете для насадочки взять силиконовый пакет, туда поставить насадку, а сам зефир положить в одноразовый пакет. И тоже хорошо сохраняется. Да, окрашиваем кисточкой лилии. Да, вот, окрашиваем сухими красителями. Можно также красить красителями при помощи аэрографа. Пожалуйста. Это как вам удобно, чем вы владеете, тем вы и окрашиваете. Без проблем совершенно. Есть ли у вас еще какие-то вопросы?
Ну, смотрю, все понятно, как здорово, когда... Заварная технология у нас есть для цветов тоже. Мы ее делаем на мастер-классах живых. Лилии как делаем? Лилии как делаем, мы показываем на мастер-классе. Это первая программа. Вот. Пожалуйста, приходите. Я вам покажу, как делать лилии, как мы их покрасим, из чего делаем тычинки. Все показываем. Недавно был эфир, мы делали маки. Они прекрасно получаются, великолепно смотрятся из зефира. Ну, мне кажется, любой цветок можно сделать из зефира. Он точно так же, как белковый крем себя ведет. Единственное, белковый крем не стабилизируется, можно работать долго. Зефир, он стабилизируется. При 40 градусах он начинает стабилизироваться, и, естественно, текстуру лучше не менять. Лучше, когда вы, конечно, учитесь, там есть маленькие хитрости. Ну, а потом, если вы делаете быстрocветы, очень хорошо и легко делаются. Быстро. Все успеваем. Так, еще есть вопросы? Записаться на мастер-класс где можно? Напишите, пожалуйста, мне в директ. Я вам отвечу, сколько стоит, как записаться, пожалуйста. В Калининград. В Калининграде я была. Если еще пригласят, но это быстрее всего будет только следующий год, потому что до конца этого года у меня расписано все по городам. Поэтому если Калининград будет, то это только где-то март, апрель или май, не раньше. В Оренбург пока еще меня не приглашали. Если пригласят, я обязательно приеду. Вот. Мне нужен организатор или хозяйка студии, которые приглашают, и я с удовольствием приезжаю. Еще вопросики? В октябре, в конце сентября-октября у меня будет Владивосток и Благовещенск. Улечу далеко, поэтому, пожалуйста, девочки, кто там живет, приходите, записывайте. Запись уже идет. В Благовещенске группа уже на зефир полная, открыли вторую. В Москве в июле сейчас будет мастер-классы с 9 по 13, но там мест нету. В Москве есть места в августе. В августе есть места. Пожалуйста, уже пишите в директ. Или у меня на странице есть рубрика «Расписание по городам». То, пожалуйста. В Екатеринбург я пока не планирую. У меня нету там организатора. Мне нужен организатор. Как только будет организатор, я сразу приеду. Вот скоро я еду в Ставрополь, в Крым. Дай бог, что у нас там все состоится. Потому что там было... Ставрополь, это не Крым. Ой, не Ставрополь, извините. Симферополь. Видите, меня муж поправляет. У него география хорошо. А я начинаю путаться. И еще есть вопросики по зефиру. Значит, сейчас у нас практически везде прошла первая программа. Теперь уже идет вторая программа по городам, поэтому записывайтесь. И с августа, у нас в августе в Москве, и потом в дальнейшем будет идти третья программа уже по зефиру. Потом будет вкусовой зефир, это однодневный, где мы будем с вами делать зефиры разных вкусов. Вот уже программа почти готова. Первый такой мастер-класс будет в Тюмени. Уже назначены даты, поэтому смотрите, пожалуйста, в расписании по городам. Из чего делаете тычинки? Из чего делаю тычинки? Я делаю тычинки из мармелада. Также можно использовать сухофрукты. Или можно использовать, как называется, сушеные фрукты такие. Ну, лучше всего, конечно, из жевательного мармелада делать. В Алмату. Наташенька, привет. Спасибо, что приходишь на эфир. Значит, в Алмату у меня пока нету. У меня будут мастер-классы в Уфе. Группа практически собрана. Там вроде одно место осталось. И там же будут цветы из шоколадного крема. В Уфе будет. Алматы пока нету. Я знаю. Вот, пока нет в Алмате. В Нур-Султане у нас не состоялось по той причине, что, девочки, билеты стоили как сам самолет. Билеты до Нур-Султана стоили мне, сначала выставили 100 тысяч с 3 пересадками за границей, а Приморье стоил 500 тысяч. Поэтому просто было нереально прилететь в Нур-Султан. Поэтому, извините, пожалуйста, мастер-класс был. Цукаты тоже подойдут. Мастер-класс был отменен. Цукаты тоже для тычинок подойдут, смотря какие вы хотите. Для клематиса во второй программе можно, как раз вот цукаты. Там они не длинные, их очень удобно ставить. Вот. Есть ли еще какие-либо вопросы? Потому что скоро пора заканчивать эфир. Я его должна сохранить.
чтобы нам не выйти за час. Вот. Я вам могу пока, если думаете, показать еще раз цветочки из 3-й программы. У меня вышибло, как они называются. Так, это у нас, сейчас я поменяю. Так, это у нас с вами будет розы Остина. Будут обязательно. Девчонки, напоминайте, как эти цветы называются-то? Вообще, хоть убей. Вылетела. Вот такие у нас с вами будут красивые цветочки в 3-й программе. Жду июльский мастер-класс. Да, скоро уже у нас будет в Петербурге. Вот уже буквально на днях. Поэтому, девочки, я сейчас... Это наши сегодняшние цветы, что мы сделали. Роза упавшая. И пиончики. Открытый и полузакрытый пиончик. Так, сейчас у нас с вами эфир. Да, орхидея, спасибо большое. Клематисы, девочки, во 2-й программе. Это не клематис, это орхидея. Вот. Знаете, как говорится, память уходит, приходит, безобразие какое-то. Орхидея. А вот эти цветочки у нас... Забыла. Ладно, я потом все пропишу обязательно, какие программы, что в них входит. Поэтому спасибо большое, что были... Спасибо большое, что были со мной сегодня в эфире. Мы его заканчиваем. Сколько метров ширина насадки на розу? Да, сейчас она мне где-то... Раз, 2,5-3 сантиметра где-то она. Это номер 128. В эфире, если мало ли какие-то вопросики возникнут, пожалуйста, пересмотрите. Там все про насадки я рассказала. Поэтому все есть. Они пишут, ну да, бывает не пишут. Старайтесь брать насадки, чтобы там было написано, тогда они более качественные. 2,5-3 сантиметра насадочка для розы. Для зефира нам великолепно подходит, потому что она крупная. Цветочек получается большой и красивый. Все, спасибо вам большое, что были со мной сегодня в эфире. До свидания. До новых встреч. И желаю вас всех увидеть на живом мастер-классе. Мне будет очень приятно с вами познакомиться. Спасибо, до свидания.